Во что превращается, точнее уже превратилась старая площадка завода ЗИЛ? Уже возведены новые здания, оставлены скелеты, исторические фасады снесены. Такая вот печаль. Пока хоть что-то осталось, мы с вами, всем привет, вообще, с вами Ша, ребята. Мы посетим еще кое-что из завода ЗИЛ. Местечко, которое на жаргоне называют Интерстелларом. Синим кубом. Синим кубом. Вообще это бывшие автоматизированные склады. Довольно-таки место интересное для перфекционистов. Ну, впрочем, сами все увидите. А пока что мы направляемся внутрь. С нами еще товарищ и две дамы. В прошлом году я ходил по этим всем местам, и, конечно, заметны сильные изменения по строительству дороги, хотя еще контажку не провесили, но уже опоры стоят. И заметны сильные изменения непосредственно на площадках завода ЗИЛ. Если на старой площадке практически ничего не осталось, раньше здесь возвышались различные корпуса, отсюда я начал свое изучение завода, посетив цех по ремонту электрокаров. Как видите, сейчас за забором практически ничего нету, возводят что-то новое. На новой площадке ЗИЛа были портальные краны, от которых остались только остовы. Была произведена реконструкция теплоэлектроцентрали, так как здесь скоро будет много новых потребителей и понадобится много новых мощностей. Реконструкция непосредственно малого кольца железной дороги Московской идет полным ходом, но мне что-то кажется все равно медленно. Переход над железной дорогой, по которому, как говорят, раньше был конвейер и шли различные трубы для технологических нужд, оставят типа в память о том, что здесь был завод ЗИЛ. Такая вот у нас память. Российские приколы. Стоит оборудование для монтажа свай. А дальше находится платформа. Суть в чем? Построили полностью платформу, которая должна обслуживать пассажиров на будущем вот этом вот малом кольце железной дороги. И ее снесут, потому что она мешает сносу вот этого перехода. Я вам дал некорректную информацию. Сейчас, проходя мимо рабочих, они нам сказали, что все-таки его будут сносить. Так что такие вот дела. Небольшая отмывочка бабла за счет лишних строек, перестроек. Так вот и живем. Бизнес по-русски, ребята. Вот так он делается. Прикольно, они пробили канализацию пока строили, то есть, конечно, дико воняло. Делали, реконструкцию канализации. Оп! А это никому не надо. И снова бизнес по-русски. Зачем вкладывать деньги в какие-то новые здания, когда можно просто оставить скелет старого здания, старого корпуса, немножечко его переоблицевать и пользовать в рамках всяких разных гламурных ТЦ, не ТЦ и всякой разной лабуды. Зачем заводы в стране? Осторожно, сосу под давлением. Я помню, однажды мы с ребятами возвращались, по приколу сфоткались около этого резервуара, и потом фотографию где-то в инете находил, народ радовался. Так как я бываю в Москве не очень часто, я боюсь, что съемки этого перехода могут быть последними, к сожалению, и его снесут. Как и эту станцию, по которой мы сейчас с вами идем. Жесть. Кусочек, точнее, вот этой станции. Еще, когда строили станцию, немножко пробили канализацию, поэтому здесь царит такой характерный шпек. Мы идем уже по новой площадке в сторону Интерстеллара, в сторону автоматизированных складов. Но тут люди, социум и так далее. Один из сборочных цехов, где раньше проводилась окончательная сборка автомобилей ЗИЛ. Кстати, сейчас находится под охраной. Называется женитьба, когда соединяется кабина с этим, с трансмиссией. Видишь его? Это с рамой. Осталось Тамаду позвать. Наша цель – здание, находящееся вдалеке по центру экрана. Демонтаж периметра изнутри. Невольный демонтаж. С левой стороны от нас находилась раньше железнодорожная такая мини-сортировочная станция внутризаводская, где сортировались различные грузы, детали, запчасти, в том числе и к тому автоматизированному цеху. Здание очень похоже на здание диспетчерской, которая занималась логистикой здесь по этой бывшей железнодорожной станции. Стоят припаркованные пожарные машины производства ЗИЛ. Но нас тут, по ходу дела, решили немножко подпринять, поэтому мы решили, чтобы не подприняться, уйти немножко обратно. Сбоку находятся кабины, которым никогда не грозит стать частью автомобиля. Кажется, их нету. Чуваки уходят в сторону. Ну, конечно, днем ходить это довольно круто. В том плане, что мы так целенаправленно большой толпой пошли к этому кубу. Сейчас попробуем обойти где-нибудь это все сбоку. Пока что можно посмотреть на новенькие ЗИЛы. Правильно. Зачем
иметь свое производство, когда можно его грохнуть. Вот обида, просто дикая обида идет за это. Или я что-то не понимаю, или это КАМАЗ. Короче, я чутка запутался. В принципе, КАМАЗ, конечно, послевоенное время это как бы бывший завод, кусочек завода ЗИЛ, основанный в набережных Челнах зиловцами. Но, видимо, здесь что-то собирали под этим брендом. Еще один из снесенных цехов, что-то типа прессового, снесли полностью, но оставили один из прессов. Как музей, что ли, блин. Главное, даже упаковали его немножечко в полиэтилен такие. Среди кучи буквок мы нашли нужные. Абсолютно нужные буквы, но нужные нам и не нужные больше никому. Мы находимся в здании по охране труда всего завода. То есть здесь сидели все те, кто занимались безопасностью производства этого огромного предприятия. Знаки безопасности, правда, висят немножечко наоборот, дабы рабочие не путались и не лезли куда не надо. Образцы спецодежды завода, моторный корпус, кузовной корпус. Ну, сейчас тоже, как вы понимаете, они не особо нужны. Газета «Метро». Акция до 31 мая 2012 года. В 2012 году здесь была еще житуха. Здание заброшено в 2014 году, но календарь уже на будущий год, 2014 уже. То есть ЗИЛ реально именно их календарь печатали. Угу. Электроника, компы старые. Ой, причем очень старые. Еще даже ИСАшные разъемы. В одной из комнат увидели большое количество различных таких нашивочек и тканевой основы для того, чтобы эти нашивочки сделать. Видимо, здесь как раз тоже со спецодеждой занимались. И качались заодно. Завод «Промышленная электроника» Габрово. Украинский, что ли? Вот так это здание по охране труда выглядит снаружи. Это может быть тоже уже стать историческим кадром. Мы идем сюда. Сейчас мы с вами, я очень надеюсь, попадем внутрь и увидим стеллажи, на которых хранились ящики непосредственно. Ну, вот это автоматизированное хранение было организовано. Ящики выглядели примерно так. Серж, встань рядышком для того, чтобы понять размеры. То есть вот такой вот ящик средней комплекции. И в каждом ящике было что-то свое. Один из таких выкинутых ящиков, в котором панели приборов для грузовичков находятся. Какие-то пневматические, гидравлические, непонятно, клапана. Ну, в общем, как-то так вот. Это все вытащено вот оттуда. Мы находимся с вами внутри цеха. Это грузовой пакгаус. Как я понимаю, здесь было железнодорожное полотно. Сюда прибывали поезда с запчастями, которые выгружались. Здесь были специальные транспортерные ленты. И дальше, как вы видите, такие вот отверстия. Все запчасти уезжали в хранилище. Пройдем посмотрим. И вот так вот выглядит помещение, где хранились эти запчасти. Огромное количество рядов, огромное количество стеллажей. И вот так вот все до самого верха было забито запчастями. Можете себе представить вообще размеры этого всего дела? Уходит в перспективу и наверх. Вообще размер на фоне меня, как вы понимаете, просто неимоверно. Количество запчастей здесь могло поместиться. Битком набитое здание запчастями. Я представляю, какая стоимость этого всего дела здесь хранилась одновременно. Сейчас распиливается на металл. Поднимаемся по лестнице наверх. Лестница очень грязная, вся в солидоле, в какой-то смазке. Потому что... мазут, я думаю, солидол. Нафига тут мазут? Так как склад автоматизированный, естественно, много механических движущихся частей. Все тут интенсивно смазывалось, а так как сейчас все распиливается неимоверно. Вот смотрите, такая вот чача, в которую наступишь и будешь очень-очень грязненьким. Один из электрошкафов, который обслуживал весь этот комплекс. Ну, как понимаете, автоматизация здесь была на уровне, но это всего-навсего силовой шкаф. МШ любит экстрим. Какой попец. Так, высота. Там. Ну, примерно это все вот так. И вот так. Тын-тын-тын-тын-тын.
Нет, Андрей, посмотри сюда. И это заслуживает лайка. А еще МШ боится высоты, поэтому я думаю, что ему это эпично доставляет. Я очень страшно, на самом деле. Иди-ка сюда. Кис. Я жопа вся в солидоле. Лайк за жопу в солидоле. Лайк и подписка за жопу в солидоле. Не подписался на канал, ваша жопа оказалась в солидоле. Не оказалось в солидоле, ее покарали. Ну, на скидку, Андрюш, сколько ты ощущаешь метров? Под собой Да. метров, ну, слушай, 10-12. Здравствуйте, Андрей. Как вам? Ну, что я хочу сказать. Чуть-чуть изговнякался, получил чуть-чуть острых ощущений. Особенно, ну, когда вниз не смотришь, все нормально, а вниз посмотришь, такой, ой. И сразу вспоминаешь, что боишься высоты. Давай-ка мы заснимем твой попец. Давай я сейчас вылезу для начала. И вот сейчас, в момент вот этого эпичного перелезания. Ой, как хорошо. Ну-ка. Да, детка. Будто поезд проехал. Еще раз говорю, лайк за попец в солидоле. Это точно. Подписка на канал обязательно. Вообще. А теперь очищаться. Иди сюда, дорогой. Мы поднимаемся на крышу цеха, осмотрим все это дело сверху. Крыша этого склада вот так вот интересно выглядит, так как рабочих в принципе здесь не было. Я не знаю, были ли организованы здесь рабочие места, но скорее всего было там несколько, какой-нибудь там оператор или еще кто-нибудь, но света для хранения запчастей особо не нужно, но тем не менее в крыше сделаны вот такие вот проемы, закрытые пластиковым таким чехлом, реально такой пластиковый чехол, корпус, крышка, для того, чтобы часть дневного света могла попасть внутрь. Для обслуживания внешнего фасада здания, помывки, покраски была установлена интересная конструкция. Такая вот люлечка, вон там всякие блоки, тросы, кабинка. Она ездила по своеобразной такой железной дороге. Закладные, на которых крепились рельсы, остались, ну а самих рельсов уже нету. Как говорит Серж, месяц назад они еще были. Месяц назад все это еще было установлено на своих местах. Эту люльку мы двигали, на ней катались. Вот. Но что примечательно, это 73 год. В 1973 году это здание было построено. И такие штуки, машины обслуживаемые, они сейчас используются на высотных зданиях, в Москва-Сити, на всяких офисных, где фасад стеклянный, соответственно, они обслуживают вот подобными люльками. Кстати, на Синем Зубе тоже она есть, если помнишь. Да. Здесь еще есть Шильда, это иностранные производители. 21 ноября, товарищи, 2015 года. Вот. Все раздистраивается. Короче, она германская. Немецкая, наверное. Немецкая, да. Ну, наверное, ГДРовская, наверное. 73-й. 200 килограмм, ее номер 1973. То есть 73 год. Сделано в Германии. Сделано в Германии. Внешняя лестница, которая ведет на крышу, она, конечно, да, немножечко такая стремноватая, опять ветер дует, так что сори. В общем, залезать по ней тоже свое удовольствие. Кнопочки, кстати, нажимаются. То есть они... Но они еще не заржавели, кстати. Не заржавели, да. Вот это, но, конечно... к сожалению... Но штука просто классная. То есть для 73-го года вот это были просто это офигенное нововведение, которые не везде, далеко не везде были. С обратной стороны люльки интересный такой резиновый ролик, который аккуратно скользил, точнее катился по внешней стороне, по внешней стороне фасада, чтобы его не поцарапать и не покоцать. О, тут, кстати, пульт. Продумано. Пульт управления есть. Давай, чувак, поехали. Это вверх, вниз, типа подъехать. А вот влево-вправо. И все, и поехали. Нет, да? смотри, это режимы. Смотри, это режима был пуск. Просто была режима кнопка пуск, все. Она все. Влево, все, вправо, да? То есть нажимаешь и поехал вправо. Да? Потом переключил режим, влево. нажал, да. Хочешь позвонить кому-то, вот звонишь, видишь, стоп. Изменение угла наклона стрелы получается. Да. Подъем, звоночек. спуск стрелы получается. Унылые панорамы промзоны ЗИЛа, а далеко, очень далеко установлен такой синий экран для съемок. Сейчас я аккуратно приближаю. Там сейчас что-то снимают. Мы, кстати, кинище. Яркий свет. Там куча людей, какие-то взрывы были. Людей реально много. Ну, как обычно. Ну, может быть, что-нибудь где-нибудь на каком-нибудь НТВ будет. Еще раз панорама снесенного корпуса с оставленным одиноким прессом.
выглядит, конечно, необычно. Ну и так как мы оказались на крыше этого цеха, давайте сейчас я вам кратенько расскажу, что, где примерно находилось или находится до сих пор. Начнем мы нашу экскурсию с левой стороны, приближаемся. И сейчас я дам слово товарищу, который интересуется и ползает по этому заводу уже с незапамятных времен. Сколько ты там? 4-й год уже. 4-й год. Он живет в Москве, поэтому ему, конечно же, проще. И он очень хорошо знает, что где здесь находится. Поехали, ребята. Перевожу камеру туды, приближаю и... Тёма, вещай. Вот тут у нас лабораторный инженерный корпус, в котором сидели всякие умы. Громче говори. Разрабатывали новые всякие новинки для автомобилей. И слева находится вот это здание маленькое, беленькое. Там гигантская лаборатория в 3 этажа. Климатическая. Самая крутая по тем временам во всем СНГ. Здесь экспериментировали для автомобилей. То есть температура создавалась от минус 60 до плюс 60 и всякие условия. Проверяли, в общем, как будут жить аппараты в условиях Крайнего Севера и какой-нибудь там дикой Средней Азии. Тестировали двигатели на износ. Там мы когда изучали, находили блоки двигателей, цилиндры, всякие клапана. Там, то есть целенаправленное изучение всех мощностей автомобиля. Всех деталей автомобиля для того, чтобы они потом не поломались. Перед зданиями лабораторно-инженерного корпуса и самой лаборатории находится, как видите, уже пустырь. Раньше здесь находилось тоже некоторое количество цехов. Пружинные, моторные, какие еще были? Покрасочный был, прессовый главный цех, самый главный здесь. Литейки находились чуть правее. Главный сборочный, вот справа каркас, сейчас можешь показать. От которого уже и ничего толком не осталось. Собирали, то есть полностью как бы 4 этажа гигантские с конвейерами, и с первого до последнего этажа, то есть от штампованных деталей до готовой кабины с рулевой колонкой со всеми приблудами, с тормозным цилиндром полностью собирали и выкатывали для сборки на эту часть, потому что на этой территории готовили самое основное — это раму. Блять, короче, ты понял. То, что я сейчас снимаю, это старая площадка завода ЗИЛ, то есть она находится за железной дорогой. Железная дорога разделяет старую и новую площадку. Вот. Это для нашего понимания. Ну, старая новая. Грубо говоря, да. Просто там оно чуть пораньше основалось. Естественно, новая площадка, она тоже, вот я стою на здании 73-го года, поэтому новая она относительно. Перемещаемся влево, и с левой стороны у нас находятся самые интересные, в принципе, моменты. Например, вот это вот здание по центру экрана, двухэтажное, в нем производились те самые знаменитые холодильники ЗИЛ. Многие из которых еще работают где-нибудь у ваших бабушек на даче, а может быть даже и в квартирах стоят. Неубиваемые холодильники. Здание горело, там чуть подальше... Вот обрушено, видишь? Да, вот оно как раз обрушилось. Ну, кому сейчас нужны российские холодильники? Газопровод. То, что его сожгли... Газопровод просто пилили и взорвался там. Дальше слева за ним, покажи, дальше слева за ним. Самое необычное, то есть как бы завод автомобильный, да, а производили колокола, отливали. Да, так как были большущие мощности по литейке, конечно же, металл через дорогу, который делали, да, привозили сюда и тут же отливали гигантские колокола для многих. Колокола производства ЗИЛ. Это как-то необычно в Советском Союзе. Колокола производства ЗИЛ. Переносим взгляд нашей камеры еще правее. Это новый, точнее не то, что новый, это еще действующие корпуса, где производят автомобили Hyundai какие-то. Нет, запчасти? Это ПСК ЗИЛ, сам Прессово-сварочный корпус, да, самый гигантский на этой территории. Прессово-сварочный? Да, прессово-сварочный корпус, самый гигантский. Здесь по новым стандартам, по самым новейшим делаются запчасти. То есть как бы крыло... Запчасти для иномарок, в общем, здесь производят. И Hyundai, и что-то еще. До сих пор все это еще действует. И еще правее находится одна из самых таких секретных частей завода. Здесь находится производство тех самых бронированных автомобилей для первых лиц, которые выпускались в штучных, в единичных экземплярах, собирались вручную. И до сих пор это действующее производство. Единственное, что, конечно, все там идет... Да, в меньших масштабах все это идет очень-очень медленно. Также здесь именно производились, да? Разрабатывались они, наверное, где-нибудь в УКБ? Нет, тут же находится и ОКБ, тут же находится вот эта отдельная территория, которая закрыта была, законсервирована для обычных рабочих. Здесь разрабатывают оснастки для ракет, шнекоболотоход, для космонавтов специальная машина «Синяя птица» и ею подобные создавались здесь. В общем, специальный периметр в периметре, где разрабатывали спецмашины для спецнужд. А то, что у нас в Советском Союзе, да и в России с приставкой «спец», это всегда, конечно, под отдельной охраной, отдельные люди, отдельные рабочие, и, в общем, отдельное государство
государства в государстве. Да, ну тут масштабы территории гигантские. Да. Теперь, ребята, представляете, это вот что снесено, что еще осталось и будет снесено, и вообще какие огромные территории, какие огромные мощности были задействованы для того, чтобы все это дело работало, сколько продукции выпускалось. Ну, в общем, это реально сколько рабочих мест было. Ну, кому это нужно, сейчас это будут торговые центры, элитные квартиры от 7 лямов, да, там вроде как? От 7 лямов, да. От 7 лямов на там уровне будет. фундамента. Ну, в общем, короче, пипец, ребята. Святая святых, откуда управлялся весь этот комплекс, где распределялись на какой стеллаж, на какую полку там пойдут запчасти, находится где-то на уровне 2-го этажа, представляет из себя такое довольно-таки значительное по объему помещение, а внутри этого помещения находится небольшая такая будка. Заходим в будку. И здесь находятся различные пульты, разные мнемосхемы. Я так понимаю, это просто индикаторы, да. Прием груза. И понеслась технологическая лента. Технологическая цепочка приема, хранения и отправки грузов. Ходить нужно очень аккуратно. Внизу, видимо, шло различное кабло. Какие-то стеллажи. Давайте-ка дальше внутрь пройдем. Здесь стол оперативного дежурного, который мониторил весь процесс. И вот можно выйти снова сбоку и посмотреть на эту мечту перфекциониста. Мне почему-то сразу дуга вспоминается. Там тоже так же все идеально было. Кнопочки. Кнопочки это святое. Но не работают, увы. Ячейка занята, не занята, отсутствует задание значения, контроль за выборкой, контроль рабочего хода. Стой от компьютера. Серж, поверни ключ на старт. Он немного заржавел, но мы можем сделать экстренный стоп. Замечательно. Его уже сделали. Этот пульт управления был благополучно распилен, в том числе и на драге. Samsung. Здесь можно было прикупить чайку и кофе работягам. 6 рублей. О, бюджетно. Десяточка, образец. Грузовой лифт пятитонник сюда приходил на этот этаж. Очень большой. Посвети на него. О, серьезно, да. Да, там шахта такая знатная. Шахта лифта. Отсюда не видно. Но лифт, конечно, да, мам, не горы. О, инструкция по эксплуатации. Не провалимся? Не провалимся. Правила пользования грузовым лифтом с внутренним управлением. Отлично, изнутри задаешь, куда можно поехать. Ну, это удобно. Когда грузовые лифты приезжают, всегда там нажимает машинист, лифтов на звонок, типа приехал, а потом дверь открывает. Главное, чтобы сейчас как в Resident Evil не было. По вопросам, связанным с техническим обслуживанием аппарата, связываться по телефону. Давайте позвоним, скажем, почему лифт не работает. Вот почему он не работает, я хочу. Вообще беда. Где электричество? Отключили. Позвоните в Ленэнерго. Ой, в Мосэнерго. Серж снова пытается что-то настроить. В общем, это стенд, на котором осуществлялась поверка некоторых деталей. О чем свидетельствует такой вот маленький перечень. Генератор. Что там, трансформаторно-выпрямительный блок. И если еще значок Ома, то бишь измерение сопротивления, это понятно, то что вот этот вот за значок рядом с Омом мне даже не знакомо. Тут, что называется, завод ЗИЛ, тут постоянно кто-то ходит, кто-то что-то там фотографирует. Подник смотрите, Саша. В общем, постоянный трафик народа. Правильно, все пытаются запечатлеть интересные места, пока это все дело не распилили на металл. От стенда автоматизированного вот этого складирования идут такие направляющие. Здесь находилась тележка, которая подкатывалась прямо туда, и можно было отдать на поверку различные детали, например, как те самые стартеры, генераторы для тех стендов, которые мы видели с вами совсем недавно. И вот мы с вами подошли к другому торцу этого склада, где, как я уже говорил, находилась грузовая платформа, грузовой пакгаус. Сюда закатывались вагоны для разгрузки деталей. Рельсы немножечко там чуть-чуть завалены различным хламом. И в торце стены находится упор, железнодорожный упор, выполненный в виде автосцепки. Видимо, для того, чтобы унифицировать различные детали, на них наносились штрих-коды. Слушай. Каждый штрих-код для своей детали. Здесь сидел диспетчер. И вот так вот он смотрел на накатывающиеся на него вагоны. И тихонечко молился. Лишь бы остановились, лишь бы остановились. Есть, естественно, проги, вы наверняка знаете о них, которыми можно отсканировать штрих-код и узнать, что это было. Rating Goods. Ага. Так, стоп. Рекламка.
Помните? А вот, да, смотри, сканировалось. Напиток безалкогольный, сильно газированный. Что-то это вообще... О, малышка. Малышка, что-то это не очень относится Это к запчастям. торговая марка Доктор Пеппер, чуваки. Замечательно. Пожалуйста. Чем занимались на заводе ЗИЛ, точнее, в этом месте под конец жизни этого вообще цеха? А здесь был склад воды, это всем известно в последнее время. Покидаем это здание, за нами идет ЧОП, а это главный вход в этот цех, в этот склад. За нами идет товарищ, который, по идее, охраняет это все дело. Чувак! Оу-оу-оу. ЧОП, ты где? ЧОП. Серж любит нас. Я обожаю нас. Он предлагает слиться с говном. Ну, так как мы говновазы, да? Да. Да, вижу панели от грузовиков. Мы начинаем интенсивно сваливать, потому что ЧОП кому-то там уже звонил, говоря, кто мы, что мы и где мы. Короче, говорю, что да, что энное количество охламонов, и надо бы их немножечко подпринять. Поэтому мы сваливаем. Хотя тут сзади свободный проход. Дураки. ЧОП у нас поинтересовался, говорит, молодежь, типа, куда вы? А мы говорим, мы уходим. И мы действительно уходим. Очень забавно. Теперь наша прогулка идет вместе с ЧОПом. То есть он нас провожает на выход с территории. Поэтому... Все подкрепление позовет. Да, это понятно, что он пока один, поэтому просто валим. Ксюха немножечко очкует, потому что, имея украинский паспорт, приниматься ей как-то не хочется. Где-то он там за нами идет, но я не могу нормально снимать, потому что это нужно останавливаться, что-то делать. Ой-ой-ой, уже. Куда вы идете, ребят? На выход. На выход, блин. Мы снимаем видео для канала Urban Tourism, которое выйдет, конечно, через годик, когда здесь ничего не будет. Эх, бабоньки, рванули. Давай, Ксюшенька. Ксюшенька, давай. Саша радуется. Давайте салфячку замутим. ЧОП, мы очень надеемся, остался где-то поодаль. А мы идем вон с территории. Тут есть один такой просто момент. Все-таки один ЧОП и 6 рощей. Это немножко несоразмерная сила. Поэтому ЧОП пытался поинтересоваться, а куда мы? Ну, в принципе, он и узнал ответ, куда. Уходим. Логично же? Да, вполне. Кстати, тот самый цех, в котором производили холодильники ЗИЛ. И вот он, его сгоревшая часть. С крыши не сразу она заметна, но тем не менее такая вот печаль. Немножко видны следы закопченности. Совсем чуть-чуть. Уходим уже по темноте с территории завода. Сержу прислали мелодию про ЧОПа. Да, как раз. Сейчас. Включай именно тот момент. Это немножко сложно. Во, сейчас будет. Вот когда мы приехали с Галича, было пасмурно. Главное, чтобы не забанили на ютубе. Ну да, чуть-чуть. Хорошая завтра. Сейчас будет. Мы любим этого ЧОПа, он был такой милый на самом деле. Стойте, ну куда вы? Ну стойте. Черт. Ребят, ну вы куда? Остановитесь, пожалуйста. Спускаемся с этого. Куба. Медленно по этажи. И он звонит по телефону другим ЧОПам. Они куда-то побежали. Они такие классные ребята. Две помойки. Остановите их. Между двух помоек. Мы не знаем, куда они побежали. Я хочу их всех сразу. Самый-самый. Пати на селе. Мы все еще находимся на территории ЗИЛа. Идем постепенно к выходу. И, конечно, такой немножечко, ну, скажем так, вид современной Москвы. Распиливаемый завод. Ненужный уже никому портальный кран. И сзади современные какие-то многофункциональные центры ТИТИХ. А кран находится на берегу рукотворного канала. Здесь был свой порт. Сюда прибывали различные грузы. С другой стороны находится бетонный завод ЗИЛа. ЗИЛ сам себя обеспечивал бетоном, строительными материалами. Батон. Ой. И колбаса. Бургеры.
Короче, перекус перед тем, как залезть на этот кран. Зилбургер. Мы буквально сегодня приехали с Галича, где покоряли вышку 315 метров, 354 сантиметра. И опять эти лестницы. Лезем наверх портального крана. О, бедные ручки. Ой-ой-ой. Открытый участок, зеленые ветки. В сторону станции метро Автозаводская пошли поезда. Здесь где-то строится станция Технопарк, бывшая технологическая платформа, которая решили отстроить полноценную станцию. Внизу идут какие-то строительные, по ходу дела, работы. Но работает тот самый бетонный завод ЗИО, вот точно. Как всегда, простите за ветер. Сзади остались корпуса, где мы с вами побывали, прошли практически по всей территории новой площадки. А у нас в гостях женщина. Сверху. Женщина сверху? Оу. Не стращай. А те самые недавно воздвигнутые, как я считаю, корпуса, может, они и давно воздвигнутые, но современные, немножечко остались, некоторые корпуса остались внизу, а некоторые все равно возвышаются над нами. Но вниз, на самом деле, такая высота приличная, метров 30-40 где-то здесь есть. Кабина управления данным портальным краном. И, в общем, у меня дикое дежавю после посещения аналогичной кабины в Припятском речном грузовом порту. В общем, реальное дежавю. Но здесь намного спокойнее ползать, потому что фона нет. Оп, просвечиваем, куда грузы принимаем, отправляем. Кран передвигался на рельсах вдоль берега этого рукотворного порта. Да, с такой кружечкой много не навоюешь. Это не мои добрые стаканчики и кружечки. Те, кто тут был перед нами, просят из кабины ничего не выносить и обещают покарать. Интересно, кем и как... Ну ладно, как будет осуществляться кара, это понятно, а кем, интересно. Ну ладно, не будем уточнять и просто пойдем, ничего не вынося. Ну и под конец мы обозрели, что там находится в помойках. Ну, как всегда. Это завод ЗИЛ. Завод ЗИЛ. Зато не голодные. Да не, как ты, Серж, говоришь, мы же говновазы, да? Говновазы, да. Ну, в общем, короче, такая вот прогулочка, такие вот цеха, такая вот история завода ЗИЛ на ноябрь 2015 года. С вами прощаюсь. Что делать с кнопками, там подписаться, лайк, дизлайк, сами знаете, да? Не подписался на канал, в Селидоле весь анал. Серж молодец. Отличный слоган. Я надеюсь, вы его воспримете на ура. Короче, всем пока-пока. С вами был МШ и ребята. Юху!